Друзья мои, всем привет! Приветствую вас на своем канале Doc Alex Life, канал для тех, кто любит жизнь. Я уехал из Молдовы, а почему? Расскажу в этом выпуске. А если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите лайк. Так алгоритмы YouTube продвигают видео, их сможет увидеть большая аудитория. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, потому что я в Ташкенте и теперь буду рассказывать о жизни здесь и особенностях. Почему же я уехал из Молдовы? Ну, начну сначала, по порядку. Те, кто следит за моим блогом, знают, что я родился и вырос в России, получил там образование, в том числе высшее медицинское, и помимо работы в больнице, я также занимался преподавательской и научной деятельностью в медицинском университете. Также я поступил в аспирантуру, чтобы защитить ученую степень, но война расставила все на свои места. Дело в том, что я давно хотел сменить место жительства, еще задолго до войны, года за 3 я искал страну, в которую бы хотел переехать. Учил испанский полгода, хотел уехать в Испанию. Ну, потом посмотрел особенности, хорошо подумал и решил, что все-таки это не та страна, куда бы я хотел переехать. Я учил английский, сербский. В общем, какие только языки я не учил и какие только страны я не изучал. Вплоть до стран Африки и различных островов. Мне хотелось чего-то необычного, какой-то экзотики. В общем, душа моя требовала вдохновения. В итоге война поставила все на свои места. Хотя билеты у меня были куплены еще в феврале месяце на май в Сербию, в Белград. Но так как аэропорты на юге России закрылись из-за военных действий, то билеты, соответственно, сгорели, ну, деньги нам вернули. Поэтому поездка в Сербию отменилась. Плюс я еще заканчивал там кое-какие дела по учебе, работа, и мой отъезд затянулся, но, тем не менее, я уже тогда 100% решил, что я должен сменить место жительства. Потому что, военные действия и все прочее, они, конечно, значимо поменяли мои планы и мое отношение в целом ко всему происходящему. В итоге я искал страну, которая будет наиболее удобна для меня в данный момент времени, потому что финансы были максимально ограничены, язык я не учил, не готовился к переезду в конкретную страну. И сроки поджимали, мне нужно было купить билет и уезжать как можно быстрее, поэтому выбор был максимально ограниченным. Я подбирал страну по удобству получения визы или ее отсутствия. А Молдова, как никакая другая, подходила, потому что 90 дней безвизового пребывания очень удобно. Второй момент. В Молдове понимают русский язык. И третий, важно для меня было возможность работать.
И в Молдове, насколько я изучил этот момент, а в интернете информация очень ограничена, буквально там несколько строчек написано, вроде бы есть двустороннее соглашение о взаимном признании дипломов и ученых степеней между Молдовой и Россией. И вроде бы как есть огромная проблема с кадрами врачебными, медицинского персонала, и как бы без проблем можно было устроиться на работу. Это то, что я нашел в интернете. Я купил билет в Кишинев. Перелет был сложный из Сочи в Стамбул, из Стамбула в Кишинев. Это у меня заняло больше суток, наверное, да, потому что рейсы постоянно отменялись, переносились, и я в Стамбуле только целый день пробыл в ожидании своего вылета в Кишинев. В итоге я добрался, это был июль месяц, и, в принципе, надежды у меня были на Молдову огромны, потому что встретили меня прекрасно, плюс мой блог в ТикТоке активно способствовал этому, знакомству с новыми людьми, адаптации, очень много людей, которые готовы были помочь, точно так же и жильем, мои подписчики готовы были предоставить свое жилье, спасибо им огромное, я вас всех люблю, благодарю, вы самые-самые лучшие, очень гостеприимные люди, отзывчивые, и в принципе я себя чувствовал очень комфортно в стране, новой для себя, где я абсолютно никого не знал, у меня никаких родственников нет там, у меня вообще никаких не было контактов. И буквально за несколько недель я познакомился со столькими людьми, сколько у меня не было знакомств в России. Но какие у меня были дальнейшие действия? Я уже приехал с переведенными дипломами, нотариально заверенными. Я стал узнавать, как мне подтвердить, потому что, когда я рассылал резюме в клинике, мне, в принципе, уже на второй день позвонили и пригласили на собеседование, готовы были меня взять на работу, частная клиника, и таких очень много там. Но в дальнейшем возникли недопонимания, потому что работодатель, в принципе, не сталкивался еще с такими проблемами принятия на работу иностранца. Ну, там для украинцев, в принципе, упрощенная процедура, там проблем нет. А вот для россиян и других иностранцев, они, в принципе, эту процедуру еще не знают. И работодатель мне говорит: сходи в Министерство здравоохранения, реши вопрос легализации, пусть тебе какую-то справку, документ дадут, дающий тебе право на работу. Ну окей, я пошел. Это было конец июля. И я пришел в Министерство здравоохранения, узнал информацию о легализации, мне сказали: отдавай копии заверенные, диплома, вкладышей, там, всех твоих справок, сертификатов, всего прочего. Мы отправим в университет, и там комиссия вынесет решение. Ну, без проблем. Я все сделал. Оставил свои документы, написал заявление с просьбой провести легализацию моего диплома и ушел. Но, к сожалению, это уже конец июля, начало августа, сезон отпусков, в том числе в университете, и, соответственно, никакая комиссия там не заседала в ближайший месяц точно, хотя срок рассмотрения, мне сказали, там около 30 дней. В итоге я прождал 3 месяца, и, соответственно, все это время я жил за свой счет. На работу я выйти не мог нормально. И я нашел другую клинику, которая готова была меня взять, и я там стажировался. Стажировался я больше месяца, наверное, да, даже где-то 1,5 месяца, пока решался вопрос с документами. В итоге мне пришел ответ следующий. Значимые отличия в образовательной программе Молдовы и России. Предлагаем вам еще 2 года пройти резидентуру, потому что у меня ординатура 2 года, и сдать экзамены, и тогда, возможно, мне подтвердят мой диплом. Стоит это около 10 000 евро, и нужно оплатить, я так понял, все это сразу.
наперед за 2 года, сдать экзамены, там, поступить, ну, какой-то конкурс пройти. В общем, этот год я теряю, это только на следующий год, если поступлю. В общем, в лучшем раскладе, если все прям было бы хорошо, то я бы потерял 3 года еще. А я-то учусь в аспирантуре, у меня уже готова кандидатская диссертация на защиту, и я планировал, думал, может в Молдове у меня получится защититься, потому что в России вот такая ситуация сейчас. Искал, где можно мне пройти защиту и получить степень кандидата наук. В итоге я, конечно, этот вариант вообще не рассматриваю, потому что у меня нет ни денег, ни времени, чтобы это все. И ради чего? То есть потенциальная зарплата и условия труда, они вообще несопоставимы. Стоимость образования и зарплата, они значимо отличаются. Поэтому я, в принципе, этот вариант не рассматривал. И, соответственно, я начал искать возможность что-то сделать, может быть, защититься, там, поступить в аспирантуру, перевестись. И, может быть, таким путем получилось бы легализовать все. Но это тоже все настолько запутанно, непонятно, сложно. И я общался с разными людьми, и никто толком не может ничем помочь и ничего объяснить. Ну и я перепробовал все возможности, все пути. Спустя 4 месяца, когда я ничего не добился, я принял решение уехать, потому что у меня уже заканчивались деньги, я платил за жилье, за продукты, мне нужно было как-то одеваться, дело идет к зиме, ну, какие-то элементарные нужды, и у меня деньги не бесконечные, то есть я не могу позволить себе жить там год, два, три и финансово чувствовать себя комфортно, нет. Клиника, которая взяла меня на стажировку, они тоже возлагали большие надежды, и мы прекрасно с ними работали, шикарный коллектив. Это редко очень такое встречается, когда сотрудники так подбираются комфортно, и друг для друга мы как семья. И клиника совершенно с новым подходом к лечению, к пациентам. Мне это импонировало очень, это близко мне, и мы с директором, и с администратором, и с коллективом были на одной волне, создавали определенные проекты, программы новые для Молдовы. И, в принципе, они готовы были меня взять и строили надежды и планы. Но в итоге, к сожалению, это все обрушилось. Я только получил вид на жительство. Буквально там несколько недель. Я тоже долго к этому шел. Заплатил много денег, потому что там госпошлины, комиссии. У меня была еще просрочка на неделю, потому что очень долго документы я собирал, вот эта неопределенность. Я оплатил штраф 800 лей без малого. Потом я оплатил выдачу самого пластика, чтобы не через месяц, а через 5 дней, там 400 лей. В итоге, в общем, мне вышло около 4000, по-моему, если не больше, лей. Это где-то 12,5 тысяч рублей. И все. Я уехал, и мой вид на жительство сгорел. Жалко, очень жалко, что такая ситуация. Потом еще началась проблема в банках, то есть, несмотря на то, что у меня есть вид на жительство, фискальный код, я имею там регистрацию, все прочее, мне отказывали в открытии счетов в банках, объясняя это тем, что сейчас они борются с коррупцией, с отмыванием денег, и поэтому для граждан России, в принципе, обслуживание в банках невозможно. Этот момент еще меня немного, знаете, так огорчил. Я принял решение уезжать, потому что мне нужно было как-то продолжать дальше строить карьеру, продвигаться. Я хотел в университете работать, может, грант какой-то получить, исследования проводить. Ну, так же, как я и жил до этого и работал. Но я понял, что варианты равны нулю, шансы точнее. В общем, я уехал, искал страну, в которую я могу переехать быстро, максимально безболезненно и финансово, чтобы это было комфортно.
Я выбрал сейчас Узбекистан, живу в Ташкенте уже 3-й день, посмотрю, как будет здесь. Завтра, вот в понедельник, пойду в университет решать вопрос с работой. Ну и вообще как-то буду планировать устроиться тут. В общем, такая история, это очень кратко, но надеюсь, всем теперь понятно. Я никого не обвиняю, я понимаю, есть свои правила в Молдове, там они говорят по европейским законам сейчас, стандартам работает. Ну, это их выбор, в общем, что я могу сделать. Но страна нуждается в специалистах, и во врачах, и инженерах, и IT-специалистах. Но если такие высокие требования, то, конечно, никто не пойдет на это, потому что потенциальные доходы и условия труда, они вообще несопоставимы. И, естественно, никакой специалист не приедет и не заплатит такие деньги ради того, чтобы работать потом в неопределенности. То есть не понимаешь, сколько ты будешь зарабатывать, как зарабатывать и какие условия труда и жизни будут. Поэтому ну, это однозначно вариант сейчас не из лучших в плане перспектив. Если бы мне подтвердили, и если бы даже был вариант бесплатно пройти какие-то часы, как и делается для граждан Молдовы, то есть граждане Молдовы, приехавшие, вернувшиеся в Молдову с российскими дипломами, такими же, как у меня, им условно выдают разрешение на работу, но параллельно они проходят какие-то часы недостающие, бесплатно. Но для неграждан это все платно и не за малые деньги. Вот. Я бы готов на уровне с гражданами Молдовы был бы это все легализовать и спокойно бы работал, проходил какие-то часы и потом бы нормально жил. Но за деньги, конечно, нет. И за деньги немалые. 10 тысяч евро, это, у меня их просто нет. Негде даже взять. Так что, ну вот такая история. Я не жалею нисколько. Эти 4 месяца я получил удовольствие, если честно. Я не жалею ни одного дня. Столько всего было интересного, нового, столько знакомств. Это были дни, которые я проводил реально с удовольствием. Это огромный опыт. И я его исключительно запишу как жизненный опыт и новые эмоции, новые впечатления, а не как нечто негативное или там какие-то у меня остались плохие эмоции и осадок. Нет, нет, абсолютно. Я прям с удовольствием провел эти 4 месяца. И благодарен своим подписчикам, которые за меня там готовы были, я не знаю, все что угодно сделать. И в банке звонили, подключали своих знакомых, свои какие-то контакты там и все прочее. И мне было это безумно приятно, но, к сожалению, вот такая ситуация. Так что у меня теперь есть опыт жизни в Молдове, в другой стране, и я счастлив, что так получилось. То есть не хочу держать никакие негативные эмоции у себя. И сейчас в Узбекистане посмотрю, как здесь ситуация. Здесь рядом еще, допустим, там, съездить в Казахстан, час на маршрутке, ну, максимум 2 часа в Шымкент. Здесь недалеко Кыргызстан, Таджикистан. Так что можно путешествовать, смотреть. И здесь некоторые клиники я видел, они даже своих сотрудников периодически отправляют в разные вот эти страны для консультаций. Очень интересно. То есть вот такое содружество стран Центральной Азии, и они обмениваются опытом. И интересно, вот сейчас новый виток развития и Казахстана, и Узбекистана. Тут строятся небоскребы, привлекают IT-специалистов, то есть очень много экспатов живут и работают. Так что попробую я себя здесь. А если какие-то вопросы, друзья, есть, пишите, не стесняйтесь в комментариях, я буду стараться по возможности на все ваши вопросы ответить. Так что будем на связи и смотрите новые выпуски, буду показывать вам Узбекистан. Всем хорошего дня и сохраняйте всегда позитив, что бы ни случилось. Мира и добра. Всем пока!